Полноразмерные закрытые Bluetooth наушники, которые можно использовать как по проводу, так и по беспроводу. Также они имеют гибридное активное шумоподавление до 43 дБ, режим прозрачности, 3 микрофона с шумоподавлением на базе интеллектуального алгоритма нейронной сети VDCNN, аудио в высоком разрешении, 40-мм титановые диафрагмы с 3D-звуком театрального уровня, время автономной работы до 60 часов, и обо всем этом я прочел в рекламе к наушникам QCY H3. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой коробке из плотного картона, на упаковке есть краткая характеристика, изображение и название модели. Пакинг компактный, упаковано все довольно просто, но устройство пришло целое, что хорошо. В комплекте мы имеем наушники, краткое руководство на английском и китайском языке, далее есть короткий кабель для зарядки с USB-A на Type-C и кабель с мини-джеком на 3,5 мм с двух концов. Мешочка для транспортировки в комплекте, к сожалению, нет. Сколько весят наушники и размер амбушюр вы сейчас видите на экране. Все по большому счету как у всех. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться еще на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Для примера, сейчас на Алишке вообще по 2200 Mi Band 8 продают, и это по мне очень выгодно. Переходим к обзору. Полетели. Поставляется данная модель в трех вариантах, это черная, белая и темно-синяя. Дизайн наушников слегка изменился, если сравнить с прошлой моделью H2. Выглядит модель H3 слегка интереснее, но в целом плюс-минус одно и то же. Основная часть выполнена из матового тактильно приятного пластика, собраны наушники неплохо, ничего не скрипит и не люфтит. К слову, есть наушники подороже, и там сборка куда хуже, и я таких много видел. Далее, 11-ступенчатый раздвижной механизм для регулировки размера выполнен из пластмассы и металла, на нем есть разметки размера, что удобно. Оголовье мягкое, и по всей видимости оно выполнено из искусственной кожи с мягкой вставкой из поролона. Но данная часть довольно маленькая, как по мне. Чашки складываются, что очень удобно, но механизм пластиковый. Регулируются они на 120 и 30 градусов, что в целом стандартно. Амбушюры упругие и с эффектом памяти. По моему мнению, лучше, чем в прошлой модели. Снять амбушюры так, чтобы не повредить корпус, сложно. По итогу снять их у меня не удалось. Может быть, у вас удалось, напишите в комментах. Далее, посадка данной модели достаточно удобная. Сидят наушники плотно и уверенно, с головы при наклонах не слетают, но во время пробежки их необходимо поправлять. Амбушюры не давят, и, как вы уже поняли, они являются полноразмерными наушниками. Отмечу, что при длительном прослушивании музыки дискомфорт ощущается только в области оголовья. Пассивная шумоизоляция средняя, сила зажима умеренная, запас по размеру есть, но небольшой. На шее носить можно без проблем. Далее, на корпусе расположили надпись QCY, краткую информацию, микрофоны и маркировку left и right во внутренних частях амбушюр. Левая чашка без функционала, а на правом мы имеем два LED-индикатора, разъем Type-C для зарядки и разъем мини-джек на 3,5 мм. В прошлой модели его не было. Последнее, что мы имеем, это две механические кнопки, такие как многофункциональная кнопка питания, кнопка переключения режимов ANC и качели регулировки громкости. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, включение-выключение игрового режима, вызов голосового ассистента, сброс до заводских настроек и переключение между режимами ANC. Сенсорного управления нет. На нажатие наушники откликаются хорошо и быстро, команды сопровождаются системными звуками и озвучкой на английском языке женским голосом. Плюс, что кнопки прорезиненные, а не пластмассовые. Управление удобное, но не полноценное, хоть и можно переназначить команды через фирменное приложение. Летим дальше. Оснащены наушники 40-мм драйверами, имеется сертификация HRS Audio, активное шумоподавление до 43 дБ и режим прозрачности на борту. ANC имеет 5 режимов работы, такие как шумоподавление ветра, слабое шумоподавление, среднее и максимальное. Плюс есть адаптивный режим. Все режимы неплохо настроены, а вот адаптивный режим работает не особо корректно. В любом случае, ANC в паре с пассивной шумоизоляцией в данной модели показал себя хорошо. Ко всему, некоторые режимы ANC также по отдельности можно регулировать, используя трехступенчатую систему. Режим прозрачности тоже хорош, так как голоса передаются довольно четко, без глухого эффекта. Из полезного на борту полноценный мультипоинт до 2 устройств, заряд наушников, шторки же отображаются. Они могут автоматически подключаться к ранее сопряженному устройству после включения. Анимация есть, но работает она очень плохо и только после установки приложения. Также есть окошко с настройками в панели быстрого доступа на смартфоне. Датчиков обнаружения не завезли, что неудивительно, но хотелось бы. Летим дальше. Емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки наушников занимает 2 часа в среднем. Время автономной работы достойное, по моим тестам на 70% громкости по кодеку AAC. Без включенного режима ANC они проработали 48 часов. Быстрой зарядки я не обнаружил, но есть автоматическое выключение, которое можно настроить в приложении. Информация
Информацию о водонепроницаемости наушников нет, под дождем прогуливаться вместе с ними я не советую. Далее, приложение, к которому можно подключить данную модель, называется QCY. Работает оно не всегда корректно, интерфейс на русском языке, но перевод неполноценный. На стартовой странице мы имеем изображение модели и заряд в процентах, есть встроенный плеер для управления воспроизведенной музыкой, во вкладке «Звук» есть баланс каналов, 6 предустановленных эквалайзеров и даже кастомный эквалайзер. В настройках устройства можно воспользоваться переназначением команд для нажатий, поиском наушников по точке отключения их от смартфона, игровым режимом и обновлением прошивки. Мне обновления уже прилетали, но изменений в работе устройства я не обнаружил, хотя хорошо, что они уже были. Bluetooth предпоследней версии 5.3 из кодеков на борту SBC и AC, связь наушники в паре с подключенным устройством держит хорошо, обрывов у меня не было, но фризы проскакивали. Задержка с включенным игровым режимом на YouTube при просмотре фильмов незаметная, как в целом в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране. Тройные микрофоны с шумоподавлением на базе искусственного алгоритма нейронной сети VDCNN отрабатывают неплохо, но по факту, какие бы технологии ни использовались, качественнее звук будет передаваться только через микрофоны в вашем смартфоне. Разумеется, если смартфон в нормальном состоянии не был утоплен. Примеры того, как отрабатывают микрофоны наушников QCY H3 в довольно тихой обстановке, но на улице вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников полноразмерных QCY H3 и насколько хорошо они отрабатывают, вы слышите сейчас. Я бы сказал, что это не самые худшие микрофоны, которые я слышал в наушниках за такую стоимость и такого форм-фактора. Вот так примерно вас будут слышать собеседники в этих ушах. Звучание. Сразу отмечу, что звук не особо сильно меняется, если использовать кабель AUX, но вот весь функционал будет недоступен. Плюс только в том, что по кабелю их можно использовать, даже если они разрядились. Это удобно. И не во всех ушах так можно делать. Запас громкости есть, я прослушивал музыку не выше, чем на 70% громкости. Звучание меня порадовало, как и практически все в данной модели, так как они довольно дешевые, а по факту закрывают все основные моменты полноразмерных закрытых наушников, еще и беспроводных. Я прослушивал различную музыку с данной моделью, по большей части с современной музыкой она справляется хорошо, но вот рок передает плохо. Середина имеет неплохую проработку, высокие звучат выразительно, бас плотный и глубокий, но он не имеет лишний акцент, за что плюс. Инструментал различим, но не весь. Минусы: неполноценное управление, нет датчиков автопаузы, оголовье доставляет дискомфорт при длительном прослушивании музыки. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Резюмирую, QCY H3 по сравнению с прошлой моделью, хоть и не особо изменились внешне, но по удобству и функционалу они стали на голову выше. Хотя стоимость осталась такая же безумно выгодная, особенно во время распродаж. Подписывайтесь на канал с колоколом. Еще раз огромное спасибо за просмотр. От меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.